Основная цель техник Тафти по управлению вниманием – это научиться возвращать свое внимание в центр осознания. Почему это так значимо? Потому что мы задаем реальность, транслируя мыслеобразы именно из этого центра, из точки осознания. Только тогда практика будет эффективна. Только в этом случае вы действительно сможете создать для себя ту жизнь, какую захотите, и научитесь быстро реализовывать свои намерения. Многие люди забывают о том, что перед тем, как активировать косицу, необходимо войти в точку осознания. Они не управляют своим вниманием, не помещают его в центр, но спешат перейти непосредственно к подсветке целевых кадров. И в итоге не получают результата от практики. Перед тем, как задавать целевой кадр с косицей, нужно обязательно войти в центр осознания. Не пытайтесь работать с техниками по созданию реальности из состояния сна. Всегда проверяйте себя. Если вам параллельно с практикой в голову лезут навязчивые мысли, это значит, вы продолжаете спать. В этом видео я предлагаю вам узнать больше о том, что такое центр осознания в техниках Тафти и как в него войти, чтобы задавать реальность и действительно получать мощные результаты. Что такое центр осознания в техниках Тафти? Центр осознания – это та точка, помещая внимание в которую вы можете одновременно видеть и внешние события, и свои внутренние ощущения. То есть вы осознаете, что происходит вокруг вас. Вы отделяетесь от ситуации и смотрите на нее со стороны. Вы видите людей, их действия, разговоры и события. И при этом видите себя. Вы осознаете, как себя чувствуете, чем заняты, какие действия выполняете, чего хотите. Центр осознания – это ваша способность быть одновременно внутри и снаружи любой ситуации. Вы можете и за происходящим вокруг наблюдать, и за вашими мыслями, и за чувствами, и за ощущениями. Это точка наблюдения, пост, который вы занимаете как часовой. Вы отслеживаете, во-первых, где в данный момент находится ваше внимание, чем оно занято. Во-вторых, что происходит вокруг вас. И в-третьих, чем заняты вы сами. Когда вы помещаете ваше внимание в точку осознания, вы максимально сконцентрированы и эффективны. Вы тотально присутствуете в моменте здесь и сейчас и способны задавать реальность из этого состояния присутствия и наблюдения. Сейчас расскажу о центре осознания в технике управления вниманием два экрана. У каждого человека имеется два экрана внимания – внешний и внутренний. Эти экраны описаны в книге о Тафти-жрице в технике два экрана. А также у меня есть отдельное видео на канале, ссылка будет в описании. Внешний экран – это то, что происходит вокруг вас. Люди, которые вас окружают, повседневные дела и заботы. Внутренний экран – это то, что происходит внутри вас. Ваше самочувствие, состояние, мысли, эмоции, чувства, желания и переживания. Большинство людей привыкло застревать своим вниманием то во внешнем, то во внутреннем экране. Секрет пробужденных, осознанных людей – это способность находиться в точке между двумя этими экранами, в центре осознания. Для того, чтобы проснуться во сне или наяву, так говорит Тафти-жрица, необходимо вытащить внимание из внешнего либо внутреннего экрана и переместить его в центр осознания. Теперь подробнее о том, как войти в центр осознания. Вы способны легко это сделать, стоит только начать регулярно практиковать. Попробуйте прямо сейчас. Щелкните пальцами около своего носа. А теперь задайте себе вопросы. Где вы были только что? Вы слушали данное видео или летали мыслями в своих мечтах, или думали о том, что вам хочется спать, есть, пить, холодно либо жарко, или вам мешал шум с улицы? Куда был обращен ваш внутренний взор? Вовне или внутрь? Где было ваше внимание? Снаружи или изнутри? Найдите среднюю точку между двумя экранами, между тем, что снаружи, и тем, что внутри. Из этой точки вы можете наблюдать одновременно и за своими мыслями, и за тем, что происходит вокруг. Это и будет центр осознания. Вам ничто не мешает смотреть на оба экрана одновременно. Вы это умеете. Просто забыли об этой способности, потому что не использовали ее. Цитата из книги Вадима Зеланда «Тафти-жрица. Гуляем живем в кинокартине».
Вот сейчас проснитесь и спросите себя, где я, что делаю, куда погружено мое внимание. В этот момент вы очнулись и оказались в точке осознания. Вот я, а вот окружающая реальность. Я отдаю себе отчет. Вижу себя и вижу реальность. Вот краткий алгоритм, как войти в центр осознания, который дает Тафти. Первое. Прямо сейчас проснитесь и задайте себе вопрос, чем занято мое внимание. Второе. Посмотрите на себя со стороны. Что вы сейчас делаете? Где находитесь? Что вы чувствуете? Третье. Посмотрите на то, что вас окружает, что происходит вокруг вас. Скажите себе: вижу себя, вижу реальность. Дайте себе установку. Мое сознание ясное, я отдаю себе отчет в том, что происходит внутри меня и вокруг меня. Теперь поставьте намерение на день. Сегодня продержитесь в центре осознания хотя бы 1 час. Отправляйтесь на прогулку и оставайтесь в точке между двумя экранами. Наблюдайте за людьми, за машинами, за пением птиц и дуновением ветра, за шелестом листвы на деревьях, за музыкой из ресторанов. Одновременно с этим наблюдайте за тем, что вы чувствуете сейчас. Комфортно ли вашему телу, спокоен ли ваш ум, какие желания рождаются в душе. Побудьте в этом состоянии в течение часа и посмотрите, что происходит с вами. Когда вы научитесь входить в центр осознания и удерживать свое внимание в нем, вы сможете из этого состояния задавать реальность легко и играючи. Точка осознания – это состояние, в котором вы четко осознаете, что такое реальность. У вас спокойный ум, легкая голова, гармоничное и ровное состояние невовлеченности в тревожные мысли, ситуации и проблемы. И вот именно из этого состояния вы начинаете творить реальность. Когда вы обретете этот навык, у вас уже не останется вопросов, как почувствовать косицу, как задавать целевой кадр. Все будет получаться легко. А на тему, как работать с косицей намерения и самые часто задаваемые вопросы о ней, у меня есть отдельное видео на канале, ссылка в описании. Точка осознания – это наблюдение за состоянием ума и за тем пространством, которое я вижу, из беспристрастного состояния. Я осознаю эту реальность, как она устроена, что в ней происходит, настолько, насколько могу. И поэтому я не осуждаю, не критикую, не оцениваю. Я просто вижу реальность и вижу, что все имеет место быть так, как оно должно быть. Я не сужу себя, не виню, у меня нет негативных чувств. У меня внутри либо спокойствие, либо состояние приподнятой радости, гармония безоценочного восприятия себя и реальности. Именно так вы должны себя чувствовать, когда вы войдете в центр осознания.